Каждый новичок, освоивший покерные комбинации и подсаживающийся за первые столы, проходит через этап полного непонимания происходящего. Вот ему сдают две карты. С ними нужно попробовать составить комбинацию. И вот он уравнивает большой блайнд. Вроде бы за него недорого просят. Теперь бы посмотреть общие карты. И тут какой-то впереди сидящий соперник повышает. Но новичок-то уже вложился. Не выбрасывать же теперь. Кол. Не попал в доску. Фолд. И вот он грустно смотрит на баланс в своей кассе и идет делать очередной депозит. В чем же проблема? В том, что новичку сложно сходу понять основные принципы покера. Но покер заключается не в том, чтобы собирать комбинации, а в том, чтобы забирать у оппонентов банки. На каких основах строится прибыльная стратегия? Какой стиль выгоднее всего исповедовать в карточных дисциплинах? С вами Покер.ру. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. И сегодня мы обсудим, какие стили бывают у покеристов и какой из них стоит выбрать новичку. Для начала разберемся с терминами, которые новичкам непонятны. Во-первых, манера может быть агрессивной или пассивной. Это не значит, что игрок постоянно либо атакует, либо защищается. Естественно, он получает разные комбинации и действует с ними по ситуации. All in. Hey babe, what does it mean when you have a 3 and a 7? Oh, you're bluffing. All in. У хорошего регуляра в стратегии используются и агрессивные приемы, ставки, рейзы, и пассивные – колы, чеки. Однако оцениваются именно общие склонности игрока к активным или боязливым решениям. Впрочем, определение агрессии нам интуитивно понятно. А вот что такое лузовые и тайтовые диапазоны? Речь идет о количестве стартовых комбинаций, которые входят в предлагаемый набор рук игрока. На разных позициях эти руки отыгрываются с разным результатом. Задача регуляра – подобрать комбинации ровно так, чтобы на дистанции ни в одном спектре не было ни одной минусовой руки. И исключение составляют блайнды. На этих позициях игрок неизбежно теряет деньги. Тайтовыми называются узкие диапазоны, состоящие в основном из потенциально сильных рук. А лузовые спектры – это наборы с большим количеством стартеров. Для измерения используются статистические показатели FPIP – частота добровольного входа в раздаче, и ПФР – частота агрессивных действий на префлопе. Но что же выгоднее и как найти баланс? Рассмотрим, наконец, основные типы игроков. Лузово-пассивный. Этот стиль часто обнаруживается как раз у новичков и у любителей, которые ставят целью просмотр флопа любой ценой. Некоторые из них имеют представление о ценности рук, но вообще не понимают принципы построения рейнджей на разных позициях. Они часто используют лимп – кол в один большой блайнд. Это, пожалуй, самый яркий признак фиша за столом. Они коллируют лимпом, потом коллируют повышение от соперника, не попадают в борт и безропотно выбрасывают карты. Представим реакцию опытной акулы. Любитель или новичок лимпит с огромным диапазоном. В пип более 50%. При этом ПФР какие-то жалкие 5-10%. Как его наказать? Изолейтом, то есть повышением, изолирующим оппонента для игры 1 на 1. Сможет ли такой пассивный соперник эффективно защищаться от контбетов на флопе, когда он в лучшем случае зацепится за стол один раз из 3, а что-то играбельное соберет раз из 5? Конечно, нет. На лузово-пассивных оппонентах медленно, но непрерывно печатаются деньги. Стоит ли выбирать этот стиль? Конечно, нет. Тайтово-пассивный. Такие ребята чуть лучше понимают ценность рук и умеют выбирать относительно сильные стартеры. Только вот это не отменяет тот факт, что попадать в борт чаще, чем раз из 3, невозможно математически. Да и далеко не со всеми комбинациями можно дойти до вскрытия, когда соперник оказывает давление ставками и рейзами. Итак, у него в пип до 20%, то есть действительно крепкие диапазоны, насыщенные сильными руками. Но промахнувшись мимо стола, он выбрасывает на агрессию. А попав в нац, либо проявляет активность, выдавая себя опытным регуляром, либо пытается устроить ловушку, слоуплеит и в итоге не добирает value. Как итог, потеря денег для входа в раздачу и неумение их вернуть и приумножить на постфлопе. Не самый лучший вариант. Лузово-агрессивный. Лагами называют игроков, которые очень агрессивно разыгрывают широкие диапазоны. Насколько широкие? Дело в том, что лагами могут быть как любители, так и профессионалы. Любителей, исповедующих этот стиль, называют маньяками. Их в пип запросто зашкаливает за 60-70%. Но они еще и разыгрывают все эти руки open-рейзами,
3-бетами, пушами и тройными баррелями на постфлопе? Можно ли выигрывать, постоянно выставляясь в all-инах с половиной колоды? Не просто нельзя. Маньяки, самые проигрывающие покеристы с огромными лузрейтами. Так почему они так часто сидят со стеками по 1000 больших блайндов? Потому что они очень любят раскачивать дисперсию в all-инах. Они запросто могут несколько раз подряд переехать сильные стартеры регуляров, вводя их в тильт. Однако при должном терпении можно дождаться момента, когда удача отвернется от маньяка, и тот почти мгновенно раздаст все фишки. Очевидно, для плюсовой игры такой подход не годится. А что же с лагами-регулярами? Их диапазоны лузовые, но не экстремально. В пип за короткими столами редко превышает 30-35%. Но и эти значения куда выше стандартных 25%. Но зачем они разыгрывают так много рук? Затем, что они лучше других понимают, что с этими руками делать. В лаги переходят опытные игроки, отлично знающие теорию, математику, умеющие переключаться между ГТО и эксплойтами, прекрасно видящие лики соперников и умеющие управлять ходом раздачи по своему усмотрению. Линус Лёлигер, Стефан Бураков и другие профи, которые считаются лучшими в мире в данный момент, почти все исповедуют лузово-агрессивный стиль. Так что же, найден идеал для беспроигрышной стратегии? Ни в коем случае. Эти ребята на 100% знают назначение каждой лишней руки в каждом своем диапазоне и уж точно не отыграют ее в минус на дистанции. А вот неопытный регуляр микролимитов, который заодно платит огромный рейк, гарантированно будет терять деньги в попытках подражать топам. Тайтово-агрессивный. Наконец перейдем к тагам. Тайтовыми называют компактные диапазоны с общим в пип до 25% и ПФР до 22%. Они удобны тем, что содержат достаточно много сильных стартеров. Это значит, что даже не попав в борт с конкретной рукой, можно оказывать активное давление на соперников блефами, изображая мощные комбинации. Таким образом уравновешиваются возможные исходы в раздачах. Мы либо попадаем в хороший расклад и собираем value, либо выдавливаем оппонентов из банка блефом, либо проигрываем. Но первые два случая на дистанции компенсируют потери при поражениях и выводят нас в плюс. Кстати, в этом видео мы рассказали, как блефовать правильно. Обязательно посмотрите. Естественно, этот плюс не обеспечивается только силой диапазонов, да и агрессия должна быть умеренной. Но именно тайтово-агрессивный стиль при работе над стратегией позволяет выстроить крепкий фундамент, и именно с него должен начинать каждый новичок. Таким образом, тайтовая стратегия никак не противоречит агрессивному стилю. Наоборот, само течение тайтовых диапазонов и агрессии позволяет побеждать, не теряя деньги с маргинальными руками и не позволяя соперникам наказывать игрока за чрезмерную осторожность. Ну а когда вы наконец окажетесь за столом с Филом Айви и Линусом, можете подумать о переходе в лаги. Благо, они могут стать отличными наставниками на этом поприще. Теперь смотрите видео о 7 главных ошибках новичков в покере. Запоминайте и не допускайте. Делитесь этим видео с друзьями. Пусть больше начинающих покеристов узнают о том, какой стиль игры выбрать в начале карьеры.